Все существа прекрасны. Однако некоторые из них просто великолепны, и не нужно много времени, чтобы это понять, независимо от того, как, где или когда вы их видите. Один из самых ярких и недавних примеров – эти два очаровательных кудрявых котенка, которые совсем недавно были краткими гостями одного приюта для животных в Массачусетсе. С того момента, как они прибыли, они похитили сердца всех, кто их видел. И когда появился пост о них, прошло всего несколько минут, прежде чем они уже нашли новый дом. Некоторые животные настолько красивы, что у них просто нет конкурентов, когда дело доходит до усыновления. Приют для животных в Массачусетсе получил двух братьев и сестер породы Селкирк Рекс, которые покорили сердца всех своей великолепной кудрявостью и плюшевой внешностью. Чуть больше недели назад приют для животных в Массачусетсе принял пару очень необычных и невероятно очаровательных гостей, которые влюбили всех в себя с первого взгляда. Это можно назвать мультяшным моментом, когда глаза выпучились, а из них образовались маленькие сердечки, поделилась директор программ и операций приюта Аманда. Эти две красавицы оказались котятами породы Селкирк Рекс, чьи кучерявые формы делали их очень интересными и уникальными, создавая почти плюшевый вид. Несмотря на то, что каждый год они видели сотни котят, персонал все равно был шокирован. Когда их выставили на усыновление в интернете, приюту потребовалось рекордное время – 13 минут, чтобы найти им новый дом, поскольку заявки продолжали поступать. Второй сюрприз случился, когда пост об усыновлении котят появился в Facebook. Нам написали около 50 человек, что для нас много. Я отвечала на письма, и они буквально лились рекой, сказала Аманда, поделившись тем, как новоприбывшие милашки нашли свой новый дом всего за 13 минут, несмотря на относительно небольшую аудиторию приюта. Люди в приюте очень рады такому результату и настроены весьма оптимистично, что котята станут замечательными компаньонами для своей новой семьи. Они уже были суперсоциальными, когда их привезли, отличный знак. Несмотря на то, насколько прекрасны эти кошки и их история, это событие также подчеркивает определенное неравенство, на которое справедливо указали многие комментаторы. В то время как прекрасные, уникальные и общительные котята, такие как эти малыши породы Селкирк Рекс, находят свой дом за считанные минуты, многие застенчивые, пугливые или иным образом менее желанные животные проводят годы за годами в приютах. Согласно этой статье сотрудников, есть несколько причин, по которым некоторым обитателям приютов так трудно найти свой вечный дом. Обычно все начинается с того, что люди отказываются от этих животных. Часто бывает так, что люди намеренно упускают или преуменьшают поведенческие или другие проблемы, которые есть у питомца, от которого они пытаются отказаться, надеясь сделать его более привлекательным и пытаясь повысить его шансы на усыновление. Однако все, что это действительно делает, это затрудняет сопоставление животного с правильной семьей, что часто может привести к возврату кошки или собаки. Затем, есть куча стереотипов и суеверий, которые чаще всего абсурдны, но вредны. Например, некоторые собаки, такие как питбули, реже получают усыновление и имеют больше шансов быть усыпленными, чем другие щенки, потому что их считают опасными или неподходящими для усыновления. Аналогично, черные кошки и даже собаки часто рассматриваются как дурное предзнаменование и иногда избегаются, несмотря на то, насколько удивительными они могут быть на самом деле. Это, в сочетании с тем фактом, что черных животных может быть сложнее фотографировать, что делает их онлайн-рекламу более сложной, создает сложную ситуацию, в которой нет вины этого существа. Кроме того, большинство приютов, несмотря на то, что они выполняют замечательную и часто недооцененную работу, не являются идеальными местами для проживания животных. Многие из этих четвероногих друзей, особенно когда они впервые попадают туда, могут испытывать сильный стресс в такой обстановке, что может привести к их закрытости и внешнему виду, сильно отличающемуся от того, какими они могли бы быть дома. И, наконец, иногда все это может быть просто проблемой пиара, так как многие люди склонны иметь неправильное представление о том, что и кого они могут найти в приюте, что часто приводит к тому, что они даже не дают этой возможности шанса.
хотя эта ответственность в основном ложится на приют, просвещение других. Это то, что мы все можем и должны делать там, где это уместно. В конечном счете, будь то котенок породы Силкирк Рекс или любое другое в приюте, все заслуживают теплого и любящего дома. Поэтому, хотя понятно, что домашние животные могут быть не для всех, если вы все же думаете завести одного, почему бы не заглянуть в ваш местный приют для животных? Тот друг, которого вы ищете, может как раз ждать вас в этот самый момент. Что вы думаете об этой истории? Вы когда-нибудь брали питомца из приюта? Поделитесь всем этим в комментариях ниже.